Привет! Я Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий. Это очередной влог. Этот влог предназначен для студентов, чей уровень примерно B1 и которые хотят слышать аутентичную, но немного адаптированную русскую речь. Только что закончил уроки и собираюсь на встречу со своим другом Алексеем. Вы его очень хорошо знаете, если слушали некоторые мои подкасты и смотрели некоторые мои влоги. Так что вперед! Идем сейчас гулять. Я думаю, что мы пойдем в какой-нибудь ресторан, посидим, поедим, поговорим. Ну а у вас будет прекрасная возможность повторить полезную лексику и просто попрактиковаться. Вперед! Вы изучаете русский язык? Это программа для вас. Русское радиошоу. На улице сегодня достаточно холодно, поэтому надо одеться потеплее. Я надену кроссовки, хотя кроссовки — это не лучшая обувь для холодной погоды. Лучше носить обувь более теплую, особенно если у вас мерзнут ноги, как у меня. У меня всегда мерзнут ноги, мне всегда холодно. Так. Кстати, многие из вас заметили, что я в последнее время в шапках. В этой шапке, иногда в этой кепке. Смотрите, у меня есть такая зеленая кепка, такая синяя кепка, такая желтая шапка и такая синяя шапка. И меня многие спрашивают, почему я все время в шапке или в кепке. Я раскрою вам секрет, потому что я лысый. Поэтому я сейчас ношу шапку или кепку. Но это секрет. Никому не говорите, никому не рассказывайте этот секрет. Договорились? И чтобы мне не было холодно, я надену вот такую бело-синюю куртку. Очень теплую куртку. Вот такая у меня бело-синяя куртка. Ну что, по-моему, неплохо. Осталось взять рюкзак. Это мой рюкзак. И пойти на встречу с другом. Я спускаюсь по лестнице и выхожу из подъезда. Я перехожу дорогу. Это кафе, в котором я очень люблю покупать кофе и булочки по утрам. Вообще в Барселоне нужно быть очень осторожным, если вы несете в руках какую-нибудь технику, потому что, как вы, наверное, знаете, в Барселоне, как и во всех, наверное, крупных городах, во всех мегаполисах очень много карманников, а также просто людей, которые могут в любой момент у вас украсть что-нибудь, выхватить из рук телефон или что-нибудь еще ценное. Черт, я дошел до метро и вспомнил, что я забыл свой билет, свою карточку. Придется вернуться домой и взять карточку, чтобы поехать на метро. А ты можешь скинуть мою карточку T-Mobilidad с балкона? Давай. Так, я получил карточку. Такой чисто русский подход. Зачем подниматься, если можно попросить, чтобы тебе сбросили ключи, карточку? Ну что, теперь я могу ехать. И сейчас пойду спущусь в метро. Я слышу, что поезд подъезжает к станции. И сейчас вот на этом поезде я поеду в центр города на встречу с Лешей. Русское радиошоу. Поскольку здесь находится одна из главных достопримечательностей Барселоны, вот она, здесь всегда очень много людей. В выходной день, в рабочий день очень много людей. Итак, друзья, собор Святого Семейства Саграда Фамилия. И очень много людей, очень много туристов. Все делают селфи, фотографируют этот прекрасный собор. И здесь надо быть очень внимательным, потому что в таких туристических местах обычно и работают, в кавычках, карманники, которые воруют мобильные телефоны, кошельки и так далее. Если честно, я думал, что будет больше какой-то праздничной иллюминации. Может быть, конечно,
Она с другой стороны. Друзья, надеюсь, вы помните, что я могу стать вашим учителем, или вы можете принять участие в русском разговорном клубе. В русском разговорном клубе собираются как раз студенты, чей уровень примерно B1, B2. Так что если вы без проблем понимаете то, что я говорю, и понимаете большую часть того, что я говорю, значит, у вас как раз-таки уровень B1, B2, и вы можете принять участие в моем русском разговорном клубе. Все подробности на сайте russianradioshow.com. Если вы спросите меня, чему я научился в Барселоне, я могу сказать, что я научился переходить дорогу на красный свет. Сейчас я не буду нарушать правила, я перехожу на зеленый свет, но обычно жители Барселоны переходят дорогу на красный свет. Если нет машин, они переходят дорогу. Хотя я так сказал, обычно жители Барселоны переходят на красный свет. Это не совсем корректно. Скажем так, мои друзья, жители Барселоны, переходят дорогу на красный свет. Но вы знаете, что это очень опасно. Вот мы были несколько минут назад около Саграды Фамилии, там было очень много людей, а сейчас я прошел буквально 100 метров. Может быть 200 метров, и уже тихо, людей практически нет. И вы знаете, в этом плюс жизни в таком туристическом городе, что вы всегда можете найти то, что вы хотите. Если вы хотите какую-то такую активную жизнь, бары, рестораны, вы можете приехать в центр города или приехать в какое-нибудь туристическое место. Если вы хотите тишины, то вы можете найти тихие улочки, тихие райончики и там погулять. Здорово, когда у людей есть выбор. Я должен позвонить Лёше, чтобы узнать, где он, потому что мы договорились встретиться с ним. Так, я ему сейчас отправлю свое местонахождение, чтобы он видел, где я сейчас иду. Пока я записывал видео, я вижу, что Лёша пришел к Саграде Фамилии, а я уже отошел от Саграды Фамилии. Так, мы должны где-то встретиться. Наконец-то мы встретились, Алексей. А куда ты ушел? Здравствуй, камера. Сколько лет, сколько зим мы не виделись. Итак, мы идем сейчас куда? Есть мексиканскую еду. В мексиканский ресторан. Лёша, мы должны с тобой подвести итоги уходящего года. Каким был этот год для тебя? Только сейчас мы идем, и перед нами идет женщина с таким очень шумным чемоданом на колесах. Я не знаю, слышно или нет. Итак, заканчивается 2024 год. Лёша, каким был этот год для тебя? Тяжелым. Ну я серьезно. Тяжелым? Я серьезно, конечно, я так устал в этом году работать. Теперь я могу отдохнуть. Супер. Когда я записывал подкаст о выгорании, мне нужно было позвать Лёшу в гости. Конечно. Мы бы с тобой вдвоем жаловались на жизнь И выгорали. И выгорали бы вместе. Вот для меня тоже год был тяжелым и в эмоциональном плане, и в физическом, но, друзья... Да ты переехал. Я окончательно переехал в Барселону, а в остальном все было тяжело. Мы идем по очень шумной улице, надеюсь, что меня слышно. Так, ты сказал, что год был для тебя тоже насыщенным. И тяжелым. Давай о хорошем. Самое приятное событие уходящего года. Наверное, одно из самых приятных событий было это поход в Дом музыки. Так. Palau de la Música. Здесь, в Барселоне. Здесь, в Барселоне, на концерт Теодора Курентиса, который дирижировал 6-ю симфонию Чайковского. Леша большой поклонник классической музыки. Кстати, друзья, Теодор Курентис, он, кажется, грек по национальности, но он давно живет в России, он прекрасно говорит по-русски, и у меня есть, я уже не помню, какой номер подкаста об иностранцах, которые живут в России. И в том числе героем этого подкаста, одним из героев был этот замечательный дирижер, и там даже есть фрагмент, как он говорит по-русски, а говорит он очень хорошо. Это было замечательно, это одно из вообще лучших исполнений, я рыдал. Леша такой же сентиментальный, как и я, рыдал на концерте. Да. Я сейчас думаю, какое у меня было самое яркое воспоминание. Конечно, это покупка квартиры и, наверное, тот момент, когда я уже более или менее купил мебель, обставил квартиру, и я помню, что у меня появился Мартин, и я взял компьютер, сел на балконе и понял, я дома. Это мой новый дом, это такое очень сильное впечатление. Такая опасная погода, как я ее называю, вроде не холодно, но вроде и не тепло. У меня, например, насморк. Тебе холодно? Да. Я очень тепло оделся,
но все равно нос холодный У меня тоже холодный нос. И мы переходим на красный сигнал светофора. ужас. Русское радиошоу. Мы должны обсудить планы на новогоднюю ночь, потому что Леша уезжает куда? Я лечу в Перу! Класс. Расскажи, у тебя какой-то сложный маршрут, заодно студенты повторят глаголы движения с приставками. Так, ты вылетаешь из Барселоны в субботу, Вылетаю из Барселоны в субботу и лечу в Мадрид. прилетаешь в Мадрид. Прилетаю в Мадрид. Сколько ты будешь в Мадриде? 2 часа. Ты будешь не в Мадриде, а в аэропорту Мадрида. И потом ты вылетаешь... Из Мадрида Куда? В Перу. в Лиму. Сколько лететь? 12 часов? 12 часов лететь. Что ты будешь делать в самолете 12 часов? Я надеюсь спать и смотреть сериалы. Мы хотели показать вам вот иллюминацию на том окне, но я еще не научился пользоваться на 100% этой камерой, поэтому я вам показываю мусорные баки и машину скорой помощи. Мы идем по маленькому району, который называется Клод. Этот район называется Клод, и обычно здесь очень много людей. Но сегодня мы видим людей мало, потому что большинство, наверное, сидит сейчас дома, со своими семьями, празднуют Рождество. Все идут как раз, несут, выносят мусор и идут дальше, мне кажется, на празднование Рождества. А это рынок. Интересно, что до переезда в Барселону, когда я визуализировал свое будущее в каком-нибудь красивом европейском городе, я всегда думал, вот буду жить, не знаю, в Риме или в Барселоне, буду покупать продукты на рынке или вот в таких лавках, выходить утром, пить кофе, покупать свежий хлеб, в общем, вести ту жизнь, которую мы часто видим в фильмах. В итоге ничего этого я не делаю. Я сегодня Лешу шокировал, поскольку Леша давно живет в Барселоне и прекрасно говорит на испанском языке, я иногда рассказываю ему что-то новое, что я выучил. И сегодня я делился своей болью, потому что я думал, что я уже всю испанскую грамматику более или менее знаю и понимаю. Не всегда использую правильно, но знаю структуры. И сегодня, как я сказал, открылся просто портал в ад, потому что я узнал о том, что в испанском языке есть el estilo indirecto, это косвенная речь по-русски. И, в общем, это действительно портал в ад, потому что там столько нюансов и грамматических правил. В русском языке, кстати, косвенная речь, мне кажется, это вообще легкая тема. Да, нам вообще кажется, что русский язык это что-то легкое, нет? Это правда. Русский язык самый легкий в мире. Если вы согласны, поставьте лайк. В русском языке косвенная речь, в принципе, работает как? Мы можем, например, добавить частицу «ли». Алексей спросил, пойдем ли мы вечером в мексиканский ресторан. И самое интересное, что время мы не меняем. Алексей спросил, прошедшее время, пойдем ли мы в будущее время. Пока мы говорили о косвенной речи, мы пришли в мексиканский ресторан. Как приятно, когда никого нет. Заходим? Да. Я обожаю всю эту эстетику. Мне кажется, это идеальный стол для нас, потому что мы оба интроверты. И нам, чем меньше людей рядом, чем уютнее уголок, Какая красота. тем лучше. Я обожаю, когда в ресторанах есть электронное меню, можно просто отсканировать QR-код. И больше всего мне нравится, когда можно сразу что сделать? Заказать. А потом заплатить и еще оставить чаевые. Чего не делают в Испании. И это мне очень нравится. Студенты подумают, что мы с тобой говорим как идиоты и троллим студентов. А мы на самом деле так общаемся всегда. Да, действительно. Мы всегда троллим студентов и общаемся как идиоты. Кстати, ты знаешь, понимать иронию и шутки на иностранном языке, это уже говорит о том, что студент достиг высокого уровня. Вот я сейчас сталкиваюсь, потому что я познакомился с парнем, и мы общаемся, переписываемся, он очень много шутит. Это ужасно, потому что очень много там именно каких-то, когда меняется смысл слова, когда ты играешь словами, чуть-чуть меняется слово, и из-за этого меняется вся фраза. Это очень тяжело. Это правда, но если вы понимаете иронию на русском языке, то у вас уже уровень C2, у вас уже уровень носителя. Мне кажется, у меня не типичный влог для студентов, изучающих русский язык. Студенты обычно ходят в русские рестораны, показывают оливье, борщ,
Ресторан обязательно должен называться «Русский сувенир», «Матрешка». А мы с тобой в мексиканский ресторан пришли. Мы берем начос и что-то. Я беру такос. Окей. Вот эти. Я, мне кажется, немножко заболеваю. У меня какой-то странный насморк. Я думаю, может быть, мне выпить текилы. Не знаю, поможет или нет. Проверим мексиканские напитки в действии. Я не знаю, что я хочу есть. Я хочу все есть. Нам принесли закуски. Сказали, что это острое. Это острое. Это халапеньо. Да, так. Это вроде не острое, это лук. Острое или нет? Нечем запить, если острое. Рискуем. Ну, Вообще не острое. ну ешь. Жареный лук. А теперь Жареный лук. Алексей на ваших глазах Не попробует будет пробовать халапеньо. вот Нет, это. нет, Ну давай, нет, нет, Леша, нет, нет, все нет. подписчики хотят. Нет. Шок-контента не будет. А сейчас Алексей показывает весь свой актерский талант. Так, теперь грусть. Учим эмоции. Теперь веселье. Теперь сумасшествие. Теперь скорбь. Это скорбь. А вот и мой коктейль. Очень сладко. Нам принесли начос. Тонна калорий, тонна сыра. Но выглядит аппетитно. Смотрите, как мы поели. Весь стол в помидорах. Мне кажется, что это, наоборот, признак того, что было вкусно. Я вот так решил оправдать то, что мы с Лешей свиньи. Пока мы сидели, я как-то стал себя плохо чувствовать. Мне кажется, я все-таки простыл. Сейчас поеду домой, лягу в теплую кровать. А перед этим включу обогреватель, потому что у меня дома нет отопления. В общем, ладно, я пошел поболею чуть-чуть, друзья. На сегодня все. Изучайте русский язык с удовольствием и с русским радиошоу. И не болейте. Леша, помаши моим зрителям. Пока.